Летнее наступление Путина. Пора посмотреть правде в лицо. Берлин выдвигает требования Москве: либо переговоры, либо пожалеете. Минус еще один генерал. У Сырского и Буданова появился конкурент по выведению из строя российских военачальников. Очередные диверсии в странах Запада. Обнаружен не только российский след. Влиятельная и смертельно опасная семейка. Новая трагедия в Чечне. В Совете Федерации россиянам предложили отнести банковские карты попам. И многое другое. Самые важные и срочные новости. Эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком, по плану. Так называемая спецоперация снова идет не по плану. Летнее наступление России в Украине провалилось, констатируют зарубежные эксперты. Захватчики пытались прорвать оборону ВСУ, наступая на новых направлениях в Донбассе, Харьковской и Сумской областях. Но, как констатирует военный обозреватель Бильд Юлиан Рёбке, наступление оказалось почти безрезультатным. И это несмотря на то, что по данным Deep State темпы атак российских войск стали самыми высокими с ноября прошлого года. Но итог за 3 летних месяца всего 0,3% украинской территории, примерно 1800 квадратных километров. Мечты Путина о буферной зоне на севере Украины провалились. Захвачено лишь около 70 километров вдоль границы, несмотря на 50-тысячные группировки на Сумском и Харьковском направлениях, включая элитные дивизии ВДВ. В Донецкой области российские части даже прорвались в центр Покровска, но через 3 недели все они были либо уничтожены, либо попали в плен. На юге фронт остался стабильным, и Кремль фактически отказался от планов наступления. В середине августа прорыв к северу от Покровска позволил вклиниться на 15-17 километров, что вызвало даже панические публикации в соцсетях и СМИ. Но узкий выступ оказался слишком уязвимым для ответных атак ВСУ. Российское командование решило не развивать прорыв в направлении Доброполья. Тактика не сработала. Источники, близкие к Кремлю, рассказали ранее агентству Рейтер, что генералы обещали Путину полное падение украинской обороны к октябрю-ноябрю. Однако украинская армия укрепляется и реорганизуется, а российские войска испытывают усталость. Эксперт Бильд Густав Грессель прогнозирует: российская армия может попытаться пойти в новое наступление зимой, когда промерзнет земля, а деревья лишатся листвы, что снизит защиту от беспилотников. Но пока ситуация на фронте говорит о том, что планы Москвы серьезно просели. Тем временем у Москвы минус один генерал. Правда, ВСУ в данном случае ни при чем. Высокопоставленного офицера арестовали по делу о хищении 57 миллионов рублей. Экс-руководитель 9-го лечебного диагностического центра Минобороны РФ генерал-майор Константин Кувшинов обвиняется в коррупции при закупках медицинского оборудования. Как выяснила Медиазона, Кувшинов был арестован еще в конце апреля в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Согласно материалам следствия, в 2022 году его центр заключил контракты с компаниями Дельрус и ТДА Сервис на 100 миллионов рублей. При этом стоимость оборудования была завышена, а разница более половины суммы поделена соучастниками. Кувшинов стал как минимум 9-м высокопоставленным офицером, арестованным после отставки Шойгу. Ранее по коррупционным делам уже сели или ждут суда генералы Булгаков, Попов, Кузнецов, Шамарин и другие. Такими темпами российские силовики смогут догнать вооруженные силы Украины по числу выведенных из строя российских генералов. Если Владимир Путин откажется встречаться с Владимиром Зеленским, Запад будет вынужден усилить давление на Кремль. Об этом заявил канцлер Германии в ходе совместной пресс-конференции с премьером Канады. Дело за Москвой. Если российский президент серьезно настроен положить конец убийствам, он примет предложение. Если российская сторона не предпримет этот шаг, потребуется усилить давление. В этом случае мы, Европейский Союз, работаем над введением дополнительных санкций. Американский президент также не исключил введение дополнительных карательных пошлин.
Фридрих Мерц подчеркнул, что Зеленский во время визита в Вашингтон дал ясно понять, что готов к переговорам в любой момент. Гарантии безопасности для Украины должны быть прочными и надежными. Эти гарантии безопасности должны быть прежде всего направлены на то, чтобы украинская армия могла защищать страну в долгосрочной перспективе. Мерц также допустил возможность трехсторонней встречи с участием Зеленского, Путина и Трампа, если двусторонний саммит не состоится. Пожар в крупнейшем порту Германии. Огонь бушевал с понедельника, пострадали 6 человек, один из них в критическом состоянии. Пламя вспыхнуло после возгорания автомобиля на территории склада. Внутри хранились газовые баллоны, которые один за другим взрывались, разбрасывая обломки на сотни метров, в том числе на соседний автобан А1. Дорогу пришлось полностью перекрыть на всю ночь. В тушении участвовало около 120 пожарных, пожарные поезда, спецтехника аэропорта Гамбурга, водометы полиции, дроны и вертолет для наблюдения сверху. Осколки взрывов повредили несколько единиц пожарной техники, а дымовой столб был виден во всем городе. Складские работники были эвакуированы. Причины возгорания пока неизвестны. Расследование начнется после полного тушения огня. Отмечается, что порт Гамбурга используется в том числе для поставок оружия Украине, что вызывает логичный вопрос: это обычное ЧП или все же очередная российская диверсия? Не только российские агенты организовывают диверсии в странах Запада. Австралия обвинила Иран в 2 поджогах в Сиднее и Мельбурне. Оба носили антисемитский характер. Премьер-министр Энтони Альбанезе заявил, основываясь на данных спецслужб, что именно Тегеран стоял за нападениями на кошерный ресторан в Сиднее и синагогу в Мельбурне в прошлом году. Это были беспрецедентные и опасные акты агрессии, организованные иностранным государством на австралийской территории. Они были попытками подорвать социальную сплоченность и посеять раздор в нашем обществе. Послу исламского государства дали 7 дней, чтобы покинуть страну. В свою очередь, Австралия приостановила работу своего представительства в Тегеране, вывезя всех своих дипломатов в третью страну. И я также могу объявить, что правительство примет закон о включении корпуса стражи исламской революции Ирана в список террористических организаций. Спецслужбы Австралии считают, что исламский режим, скорее всего, стоит за большим числом антисемитских актов в стране, и продолжают расследование. Клан Кадыровых – это не только десятки должностей, медалей, роскошная недвижимость и автомобили. Это еще и безнаказанность. Об очередной трагедии, связанной с родственником хозяина Чечни, сообщил «Мемориал». По данным центра, племянник Рамзана Кадырова, председатель счетной палаты региона Ясин Закриев, устроил ДТП со смертельным исходом. Месяц назад Закриев врезался в автомобиль, в котором ехала супружеская пара с 2 детьми. Местные жители сообщили, что племянник диктатора Чечни мчался на огромной скорости. Родители погибли, а дети получили тяжелые травмы. По данным центра «Мемориал», на следующий день власти устроили акцию примирения между семьями, а уголовное дело не было возбуждено. Ясин Закриев – сын Зулай Кадыровой, родной сестры Рамзана. Семья Закриевых давно заняла ключевые позиции в республике. Ясин был назначен председателем счетной палаты в декабре 2023 года. До этого он занимал пост заместителя главы этого ведомства. После громкой аварии в 2016-м Рамзан Кадыров пообещал бороться с виновниками ДТП как с террористами. В результате из Чечни выслали 40 или 50 родственников погибшего виновника той аварии. Но к родственникам, похоже, другой подход. Что думаете об этой истории, напишите в комментариях. Совет Федерации России начинает конкурировать с Думой по числу интересных инициатив. А рядовые сенаторы пытаются в этом деле не отставать от Валентины Матвиенко, которая не может определиться, с чего начать российскому бизнесу: с разработки искусственного интеллекта, куклы Лабубу или с гвоздей. Сенатор и глава Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова предложила россиянам нести свои банковские карты попам. Пока не насовсем, а для того, чтобы служители церкви благословили
были эти бренные предметы. Об этом сенатор рассказала газете «РУ». По мнению Епифановой, это вполне вписывается в религиозную практику, ведь священники издавна освящали дома, автомобили и другие предметы, которыми пользуются прихожане. Благословение карт, по ее словам, это не магия денег, а молитва о благоразумии и порядке в финансовых делах. Похоже, сама госпожа сенатор молится усердно. В 2021 году Бог ей послал почти 18 миллионов рублей дохода, а за предыдущие годы и недвижимости общей площадью более 1100 квадратных метров. Тем временем в РПЦ призвали молиться не о доходах, а на новый отечественный мессенджер Макс. Такую идею высказал глава отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий. В эфире радиостанции «Говорит Москва» священник назвал новый сервис, цитируем, «земным благом для достижения полезных результатов». Ну а что вы об этом думаете? Предвижу, комментарии будут огонь. Отдельное спасибо, что смотрите, досматриваете до конца, и спасибо за доверие. Жду ваших развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. Прекрасного вам и продуктивного дня. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.